Здорово всем, с вами Жнец. И сегодня по многочисленным просьбам я разобрал все баги, которые вызывают сомнения в честности спидрана. В этой рубрике ответы на самые частые вопросы на стримах и в комментах. Такие как: читер, он выносливость восстанавливает резко. Так а чё он какой-то мод проходит? Без пси-излучения на радаре, без вертолетов на ЧС. А как его Сидорович отпускает сразу? Стример, зачем ты прыгаешь? Тебя ж прыжки тормозят. Попробуй бежать, так будет быстрее, я тебе говорю. Ну и пожалуй самое интересное, где скачать чит под названием лифт. Об этой и некоторой другой информации смотрите дальше в видео. Ну а теперь давайте объясню, что вот это за чит такой. На самом деле это по сути двойной баг, работающий только на нулячей версии сталкера. Кто помнит спидраны на 6-й версии сталкера, мы использовали баг под названием распрыг. В очередной раз объясню, как он делается. Когда мы просто бегаем и прыгаем, мы неизбежно и быстро устаем. Но, учитывая тот факт, что игрок не останавливается мгновенно, когда мы убираем палец с кнопки вперед. Но фигурка игрока переходит в стоячее положение мгновенно. Получается, у нас есть небольшой промежуток времени, когда мы сможем прыгнуть в стоячем положении, при этом почти не потеряв скорости. Если такое получается, то в течение всего прыжка игрок отдыхает и накапливает стамину. Таким образом, на легком весе можно бегать бесконечно. Ну или почти. Но в нулячей версии сталкера это делается гораздо эффективнее. Мы знаем, что в инвентаре, а также на PDA у нас показывает время, внутриигровое время. Минута такого времени примерно равна 6 секунд реальным. Но вот в нулячей версии есть такая особенность. Инструмент разработчика, который забыли удалить. Это ускорение этого времени приблизительно в 100 раз. Активировать его можно нажатием на звездочку на боковой клавиатуре. И здесь мы сразу видим изменения. Это время влияет на многие процессы в игре. Здесь, например, мы видим, как на глазах меняется погода, время суток, а также срочные задания быстро проваливаются. Также у нас появляется голод, и вскоре мы умрем от него. Помимо этого мы можем видеть, что игрок при попытке ускориться резко устает, а при остановке резко восстанавливается. Выключить это ускорение можно на кнопку слэш, которая находится рядом. Если мы хапнем радиации и случайно нажмем кнопку ускорения времени, то мы моментально сдохнем. А теперь как этим можно воспользоваться? В обычном состоянии у игрока восстанавливается здоровье. Естественно, мы можем ускорить и этот процесс в 100 раз. Артефакты, позволяющие лучше восстанавливать здоровье, при ускорении времени вообще позволяют сидеть в костре, например. А теперь ближе к спидрану. Наверное, многие заметили, что я бежал ЧС-2 с маленьким здоровьем. Ну как же оно восстановилось? А вот так же и восстановилось. Я не могу восстанавливать здоровье во время бега ускорением времени, потому что я резко устану. Поэтому остается это делать во время лифтов. Комбинирование таких багов как раз дают такой результат на спидране. А именно во время распрыга мы должны успеть ускорить и замедлить время, так чтобы стамина успела восстановиться. Но при приземлении мы уже спокойно могли бежать. А теперь по поводу, как же Сидорович позволяет открыть дверь.
если она в нормальном положении вообще не открывается. Все предельно просто. Мы можем сломать некоторые сценарии игры, всего лишь нажав быстрое сохранение и быстрая загрузка во время синхронизации. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня Кстати, точно таким же образом мы можем сломать вертолеты на любой карте. Например, на Припяти мы помним, что вначале у нас начинают летать вертолеты. Простым сохранением и загрузкой в синхронизации мы их полностью ломаем. Видите, аж чувак задергался в непонятках. Пацаны, кто-то вертолеты угнал. Я снял одного. А теперь о более глобальных взломах. Все мы помним карту Радар. Одна из самых атмосферных и ужасных карт игры. Настолько ужасных, что уже от первых шагов по этой карте уже хочется сделать так же, как он. В чем заключается прелесть этой карты? Что примерно в этой зоне у нас начинается пси-воздействие, которое примерно каждые 5 секунд нас коцает. А при приближении к переходу на Припять, пси-удар снимает уже половину здоровья разом. В старых спидранах умудрялись проходить и так. Для этого нужно знать границы зон ударов, иметь как минимум 2 аптечки и суметь пробежать последнюю зону менее чем за 5 секунд, то есть между ударами. Но сейчас все делается гораздо проще. Радар можно сломать, таким образом, что удары вообще работать не будут. Первый вариант взлома выглядел вот так. Во время бега по карте мы устанавливаем курсор на надпись «Ожог». Далее нужно быстро нажать «Сохранение», «Пауза», «Escape», чтобы выйти в меню и быстро завершить игру. Курсор уже находится на нужной строке. После завершения игры таймер останавливается, и мы можем уже подготовиться. Подготавливаются прописи в консоли Save и Load. Далее загружается Quick Save, который мы только что сохранили, и во время синхронизации быстрым вызовом последней введенной команды стрелкой вверх мы осуществляем ввод команды Save 1, и в этот момент у нас как раз радар ломается полностью. При загрузке этого сейва, то есть Load 1, мы попадаем на чистенький радар. Но последний вариант был еще быстрее. Он полностью выполняется еще на первой загрузке в радар. Для этого нужно поймать момент загрузки текстур. В этот момент нажать паузу, дождаться, когда будет синхронизация, и дальше быстро нажать пауза плюс Quick Save, далее Quick Load. Со стороны это будет выглядеть как обычный взлом вертолетов, но по факту произошел гораздо более глубокий взлом. Таким же образом можно взломать и ЧС. Помимо того, что вначале у нас не летают вертолеты, появляются разнообразные баги по типу стреляющих в себя монолитовцев, отсутствие счетчика, в случае 6-й версии Сталкера беззвучно летающих вертолетов, ну и самое главное, пожалуй, это отсутствие монолитовцев на входе в саркофаг. А теперь давайте разберемся вот с этой историей. Огромное количество мудрых советчиков на стримах советуют мне перестать прыгать. Давайте окончательно подтвердим или опровергнем этот миф. Вот я зафиксировал начальную точку, приготовил таймер и замерим, сколько же занимает до того дерева путь прыжками.
Оказалось 9,8 секунды. А теперь вернемся в начальную точку и просто без прыжков пробежим на время этот участок. Десять и 8 секунды. Разница в целую секунду на небольшом участке карты. Надеюсь, я железно убедил скептиков. А все благодаря тому, что линейная скорость прыжка значительно выше, чем бега. И даже с небольшой остановкой в приземлении он оказывается быстрее. Также прыжки можно с ловкостью использовать для огибания препятствий. Несмотря на то, что дверь на свалке закрыта, она ничем не закреплена. Ее можно сдвинуть как самому, так и любым летящим предметом. Хотя, возможно, кому-то сзади это не понравится. А теперь про лифт. Спешу вас расстроить, это не какой-то не чит. Это баг, но самый загадочный баг сталкера. Для того, чтобы он сработал, во-первых, нужно знать, где он может сработать. Он работает только на ровных поверхностях. И даже в большинстве мест, казалось бы, ровных поверхностей он не работает. И да, он может еще сделать так. Точки и зоны лифтов нужно просто знать, найти или подсмотреть у спидранеров. Находясь на точке лифта, нам лучше присесть, сделать одно небольшое движение назад. После отжатия кнопки назад мы приблизительно отсчитываем время в 1/3 секунды и после этого нажимаем прыжок. В прыжке в любой момент мы можем нажать кнопку вперед, и таким макаром мы войдем в лифт, как бы застряв в воздухе, либо двигаясь медленно вверх-вниз. Чтобы подняться, надо быстро отпустить и вновь нажать вперед. Каждый раз отжимая и нажимая вперед, мы увеличиваем скорость подъема лифта, но чем выше скорость, тем он становится опаснее. Выход с лифта осуществляется отжатием кнопки присядки, но такой выход часто не получается. Тогда план Б. Выход с лифта можно сделать еще резким разворотом назад, но такой вариант тратит уже больше здоровья. Лифт не ограничен по высоте и по скорости, поэтому тут уж как фантазия ляжет. По поводу серии трюков, которые идут в конце спидрана до осознания. Помимо кучи лифтов, здесь есть особенность. Вход в портал нужно осуществлять в прыжке. Тогда мы двумя кнопками движения в воздухе можем поднять скорость и увести игрока в нужную нам сторону. После касания земли не забываем про аптечку и ускорение. То же самое, самый высокий и опасный лифт лучше делать спиной к трубе. Когда мы достигаем нужной высоты, отпускаем присядку, отпускаем вперед и быстро нажимаем вперед и влево, и сразу же плавный разворот в сторону трубы. Таким образом мы получаем четкий стрейф и высокую скорость подлета. Но лифт на самом деле это более глубокая тема, и по ней я выпущу отдельное видео, которое будет следующим. Надеюсь, я хоть кого-то сегодня убедил и заслужил ваш лайк. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.